Фух, ребята, в Одессе неимоверно спека, а я с утра ношусь со своим клавесетумом, потому что на южной стороне, там, где он растет, включили кондиционер, и кондиционер дует прямо ему в личико. И он сейчас начнет свои по линии отстреливать. Вот здесь вот они находятся, вот тут вот. Видите, такие желтенькие. И как только он отстреливает, он сразу же отцветает цветочек. А мне хочется, чтобы этот вкуснючий, такой мятный аромат, похожий, говорят, на зубную пасту. Но я не знаю, у меня такой зубной пасты не было, вот именно с таким ароматом. Поэтому я бы не сказала, что это аромат зубной пасты. Тут вот еще второй цветонос. В общем, я ее перенесла, клавесетум его перенесла на северную сторону. Здесь после обеда солнышко. Привесила его здесь на турник. Короче, не знаю. Один раз он у меня даже упал. Надеюсь, еще не повредились нижние цветочки. Вот этот. Прям не удержала, схватила его вот так вот за вот этот лист. Но из горшка он не чебурахнулся, потому что там такой корневой ком, что мама не горюй. В общем, девочки, вот так началось мое утро. Сейчас пойду пить кофе и шлю вам вот такой утренний, свежий. Вы не представляете, какой свежий аромат у этого клавесетума. Ну, куда ты поворачиваешься? Я с тобой разговариваю. Я про тебя рассказываю, поворачиваешься. Не поворачивайся. Слушайте, вот этот пропеллер. Это просто огромнейший, да? Но он вообще... Я не знаю, я просто влюблена в катасетумную группу. Да, есть некоторые тонкости в их уходе на начальном этапе, когда там появляется рост, не надо сильно с поливом, пока корни не зайдут в субстрат. Но вообще он клевый. Не конкретно этот, а любой из них, мне кажется. Невероятный. Просто невероятный. Цветет недолго. Вот это вот он отстреливает. Видите, вот такие вот. Вот они уже зреют. Вот такие причиндали, я их называю. И если будете нюхать, и нос туда воткнете, то вот это вот вам в нос и полетит. Представляете? Вот это вот конструкция. И она такая липкая, что вы еще долго будете от себя ее отделять. Ну, я шучу, конечно, но от ламината я отделяла, конечно, предыдущее цветение катасетума. Он мне как начал стрелять, на него дул кондиционер, и он как начал по линии отстреливать. И, в общем-то, я от ламината очень тяжело их отделяла. Вот такая прелесть. Я балдю, девочки. Такой шикардос, прям вообще. Все, всех обняла. Сегодня посылочка по обмену. Я отсылала девочкам бросоволу на дозу. И вот одна из зрительниц, большое спасибо, предложила обмен. И я согласилась, потому что на обмен была та орхидея, которой у меня еще нет этого вида. Я понятия не имею, как с этим видом себя вести. Она сейчас нам писала, спрашивала, как посылочка дошла, а мы только за ней пошли. О, мы только пошли за посылочкой только сейчас. Так, уплотнитель. Вот ничего тут не летало. Боже! Шоколадка! Большое спасибо! Большое спасибо! Шоколадка, очень приятно. Так, и вот хизис. Да, я уже сказала вам, да, как называется орхидея. Это орхидея хизис. Я даже
Никогда не видела вживую, тем более только на картинках и в некоторых обзорах у девочек. Здесь два ростика. Она, кстати, не могу, что она не относится к орхидеям катасетумной группы, да, я так понимаю. Но она очень похожа на катасетумы. Интересная такая, в общем-то. Корешки от новой бульбы идут. Вот сейчас самое время от нового роста. Еще бульбы нет, только рост. Самое время. Ой, единственное, что отвалился листочек. Ну, это ничего страшного. Наверное, от этого где-то отвалился. А вот здесь был запчасть. Но ничего, дорога была дальняя. Еще очень даже хорошо перенес. В общем-то, сейчас самое время его посадить. Я вот в этот стаканчик прямо его и высажу. Правильно? Он как раз по размеру корневой. И здесь есть даже отверстие. Можно будет его на крючочек привесить. И обязательно надо почитать про хизисы. Как за ними ухаживать. Я знаю, что они очень не прочь покушать удобряшек и любят поливаться в период активного роста. Но чтобы они зацвели, должен сформироваться новый мощный рост, больше, чем предыдущие. И тогда они зацветут. А так, в принципе, вроде как, судя по описанию, орхидея хотя и такая непростая, но все возможно. И возможно ее приручить. Так, большое спасибо. И большое спасибо за шоколадку. Сейчас поставлю в холодильник. Положу, помещу. И вечерком вкусненько попью чаечек. Огромное вам спасибо. Сейчас возьму кору. И, возможно, даже еще почитаю немножко о хизисах. И узнаю, как лучше, какую лучше ей посадочку выбрать. Я обычно вниз к катасетумной группе помещаю слой мха, а потом кору. Возможно, этому красавцу тоже так сделаю. Но прям время высаживать новые свежие корешки. Такие, друзья, дела. Красавчик. Будем ждать цветения. Знаете, как обычно бывает, упаковку долой и уже начала собирать, а тут в упаковочке думаю, что там такое зелененькое, а это кактусенок. Ну, есть название у этой растюшки, такая интересная. Она мне чем-то напомнила хою, вот эту ритузу, но это не хоя, это суккулент, это кактусик. Подпишу, как называется. Вот такой срезик в подарочек. Прикольный. Очень интересный. Думаю, что вряд ли он проблемный. Думаю, что он очень-очень отзывчивый на уход. Спасибо большое зрительнице нашего орхидейного телесериальчика. Так что, девочки, вот такая вот прелесть. Ни дня без новиночек. С ума сойти. Муж уже нервничает, говорит, надо тебе уже отдельную жилплощадь с твоими подопечными. Такие вот дела. Красотки. Прекрасный вечер на Куяльнике. Лошади и Жорка. Жорка уже терпимее относится к лошадям. Уже не сильно паникует, но держится в сторонке. Девочки, нас кусают какие-то странные мушки. Они меня уже просто заели. Когда мы приехали час назад, их не было. А сейчас прям вообще налетели и грызут. Такая, знаете, однодневки, мелкотня. Жорочка, ты ждешь? Ты боишься лошадок, нет? Ждет Сережу. Я первая покупалась.
Полежала с полчасика. Девочки, вода, ну, прям противно теплая. Ну, конечно, она прохладнее, чем воздух. В Одессе вообще сегодня 34, а завтра обещают 35, и так до конца недели. По-моему, даже до конца следующей недели. Дома вообще невозможно дышать. Цветы бедные задыхаются, мы задыхаемся. Но я что-то сегодня не включала кондиционер. Надо будет завтра обязательно включить кондиционер, чтобы было легче переносить эту жару. И у меня очень сильно упало давление. Жара, и у меня прям давление упало. Вы не представляете, 90 на 65. Вот такой целый день у меня показатель странный. Ну, Сережа пришел с работы, покушали, говорит, поехали, проводим закат. Боже, меня уже искусали эти мошки, я прям не могу, я вся чешусь. Тут находиться просто невозможно. Я не могу понять, это уроки верховой езды или что. Жорочка наблюдает за уроками верховой езды. Девочки, я его на поводке сейчас держу. Это для того, чтобы он не побежал в водичку. Он может. Да? Да, моя зайенька. Красота. Тишина. Если бы не эти мошки, ребята, было бы вообще комфортно-комфортно. Эх, завтра будет жара. И ночью спать тоже некомфортно. Кондиционер неохота включать, но все равно как-то стоит воздух. Хотя у меня квартира на 2 стороны, но все равно. О, девчонки учатся вести. Водить вот под узцы лошадку. Надо идти слева. Девочки, посмотрите, как растет мой красавчик. Я его пересадила весной. Теперь главное не забываю поливать. Зимой будем любоваться на его цветение. Еду сейчас на базар. Хочу купить фруктов. Жарко сегодня, ужас как. Но постараюсь скупиться и потом вам расскажу. Нам поменяли счетчики на двухфазные. Мы теперь играемся. Муж купил 2 розетки. Вот эти, знаете. Цветы у меня теперь по времени включаются. Покажу вам все. Жарище неимоверное. Как у вас там дела? Надеюсь, что у вас все нормально и вы спокойно переносите эти повышенные градусы. У меня вчера вообще в эту жару был капец. 90 на 65. Я вот так вот. До вечера даже не выходила из дома. А потом поехали на Куяльник. А на Куяльнике я полежала в рапе. Все было нормально. Выхожу на берег. А там какая-то, знаете, муховня. Такие мелкие-мелкие мошки. Их сейчас полно в квартире тоже. И они как начали кусаться. Я давай от них отбиваться. А их так много вообще. Невозможно на берегу было находиться. Кошмар. Приехали домой, а эти мушки и здесь. В городской застройке. Они, короче говоря, летят через сетку. И их полно. Еще полила орхидеи. И они, короче, в горшках, видимо. Это был капец. Я прямо на себе пробую, как немцы без кондиционеров. Ну, тяжеловато, конечно. Сегодня включу в обед. Но не хочу, чтобы у меня там сильно болтыхался. У меня там катасетом, надо его от кондиционера перевесить. Он, если сильно на него дует, он сразу же отцветает. Здесь тенечек, такая красота. Люди с утра вышли, отдыхают, пока еще не жарко. Жорка с утра с Сережей погуляла, я досыпала, потому что я ночью очень плохо спала, жарковато. Жарковато. Вроде август, и должны быть уже прохлада должна быть ночная. Ну, ничего подобного. Вот детки, вообще деткам тяжело маленьким. Как говорил мой папа, пар костей не ломит. Но все равно
И холодно плохо, и жарко плохо. Ой, сейчас иду навстречу пожилая соседка с тачкой. Говорит, почему ты без тачки? Я говорю, я чуть-чуть. Там сливок, немножко персиков, какую-то ягодку. Она говорит, я тоже так думала. И нагребла, говорит, арбузов. Еле тягну их, но она с тачкой. Я говорю, где молодежь ваша? Она говорит, внук в рейсе, дочка на работе. Короче говоря, бабушки сами на хозяйстве. На дорожке скуплюсь и даже не пойду на рынок. Он 60-70, помидорка даже 35-20 даже есть. Огурчики по 50, персики по 80, даже по 40. Сейчас я тут что-нибудь накуплю. Девочки, шукаю сливу, что-то не густо. Ну вот, вроде нашла. Фу, девочки, нагребла. Взяла сливу на пирог вообще по 30 на 15 гривен. Вот такая на пирог маленькая. А такую покушать по 50 взяла. Взяла персики, абрикоски, голубику и перца взяла. Короче, набралась. Иду домой, потому что уже становится жарко. Так, у меня новая мысль. Я все свои талоны, кроме одной, у меня их раз, два, три, четыре, пять, 6, по-моему, разных. Но одна здесь очень такая несчастная, вот она тут в середине. И на блоке была, и везде, никак она не приживется. В общем-то, я их вот так вместе с мхом, в котором они были. Но они растут, дают новые розеточки. Я вот так их в глиняный горшочек. И сейчас вот размочила мох, немножечко мха. Там, где есть свободное место, я туда его подкладываю вот так вот. И хочу, чтобы они вот росли такой грядочкой. Да? Это будет интересно. И если разрастутся, соберутся цвести, это будет красивая такая полянка. А мох и глина создают им приятные условия, как им необходимые, влажность и воздухообмен. Красота, да? Это ансидиумная группа. Такие вот капризюльки. Будут расти вот тут на полочке. Сейчас, кстати, расскажу. У меня сегодня муж прям провел расследование. И меня ознакомил с тем, что вот этот мой один стеллаж и второй в час потребляет 200 ватт. Два стеллажа потребляют. Сколько здесь ламп? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ага, 10. Еще вот эта полка потребляют 200 ватт. Я включаю, вот мне такую купил розеточку. Видите? Умную розетку. Включается эта вся конструкция на освещение в 9 утра и выключается в 10 вечера. Получается 13 часов. Ну, в общем-то, где-то пару долларов в день спалю на любимые цветочки. Да, девочки? Даже доллара 3, наверное. Ну или может и хорошо. Он греется, цветочки цветут, растут. И все замечательно. Пахнет сегодня Виолацея Ред. Просто красота. Девочки, хизис посадила вот так. Просто в кору. Надеюсь, ему понравится. Я думаю сделать ему фитиль. И вот так в стаканчик водичку наливать, чтобы он пил. Но пока у него там корешков, пока, ну вот, совсем мало. Интересная орхидея. Корешки вот сейчас зайдут в субстрат новый, от нового роста. И тогда можно будет устроить фитиль. Уже, по-моему, утолщается немножко рост. Превращается в бульбу, и вряд ли, наверное, в этом сезоне он зацветет. Уже, наверное, когда нарастит еще парочку бульб, тогда и зацветет.
Хизис. А я уже приготовила 180 грамм творога, одно яйцо, надо еще 100 грамм масла сливочного растопить, приготовить грамм 150-200 муки, ванилин, разрыхлитель, соль, сахар, и я буду делать вкуснючую эту галету. Сейчас покажу вам, я еще вчера тут пересаживала свою максилярию тенеуфолию в больший горшочек, в больший стаканчик. Ой, а что-то она так нагрелась. Прям горячий, горячий стаканчик. Я ее на солнце поставила. Главное, чтобы корни не запарились. Я жду вот отсюда новые бульбы. Она ж этажами растет, отцветет такими маленькими цветочками. Я все никак не дождусь. Цветет и пахнет кокосом. Вот мне прям надо срочно, вот прям я хочу узнать, учуять этот кокосовый аромат. И очень ароматно пахнет, большие площади покрывает своим ароматом. Да, здесь солнце палит. Я в одной комнате включила кондиционер на 27. В общем, уже немножко, чтобы прохладнее становилось. Мой сезам начал отцветать. Здесь что-то второй лист желтит. Вот фаленопсисы, я вам скажу, вот они самые чувствительные к перегреву. Потом сниму. И вот неправильно желтит. Видите, от шеи. Я вчера сняла с этой стороны лист. Ну, не знаю, это моя мантрёха. То есть смотри, мне еще не учуди. Еще не хватало. Это инвертор тут работает и гудит. Вот такая красота, вот такая красота. Сижу, пью кофе и любуюсь. Сейчас девочки все показывают, как цветет хатуюки у всех. Ну, сейчас у всех цветет хатуюки. Сейчас сезон цветения хатуюки. Будет видео на канале Анюта Позитивчик попозже. Там я вам покажу цветение. Покажу вам все свои хатуюки и их цветение. Так, а вот этого блочника я забыла замочить. Сейчас я вам покажу, кто у меня тут мочится. Вот видите, парафаленопсис тут плавает. Даже доставать. Каерулия плавает. Ходи. Тоже достаю. И сейчас этот блок замочу. Здесь хорошая отстойная вода после фильтра. Так, попей, дорогуша, попей. А эти пойду сейчас развешу. Ой, ой, все растеряла. Ой. Пойду развешу на места. Попили хорошенько. Ну да, немножко хлопотно с блоками, но я планирую, девочки, их с этих... Ну, этот останется на этом блоке. Вот этот вот. Господи. А вот этого красавца я буду перевешивать на другой блок. Парафаленопсис. Я хочу на кусок ивы, на кору ивы. Вчера так проехали с мужем. Слушайте, у нас нигде, ну, вернее, нигде. Во дворе у нас есть ива. Но я ж не буду во дворе там отдирать кору, там ветки искать. Они у нас хорошенькие все эти ивы. Надо где-то за городом найти иву, которая уже прям такая, знаете, отваливающаяся кора, какая-то ветка. И я хочу вот на кусок коры именно ивы привесить парафаленопсис. Вот здесь у него растущий корень. Вот, видите? Так, и смотрите, вот это гибрид, который ко мне приехал, вот этих двух орхидей. То есть кто-то из них мама, кто-то папа, получилось вот это дитё. Я сегодня ее замачивала. Вот так я поместила, намочила корни, скрутила и поместила вот так в горшок. Девочки, и вот так вот, вы спросите, что это такое?
Так, главное, чтобы этот не упал. Слушайте, я замочила, у него сразу листья такие торчком стали. Так вот, напился. Смотрите, бутылка. И там иголкой сделала 3 отверстия. И вот так ложу сверху эту бутылку с водой. И потихонечку... Она не на корнях лежит, она лежит на горшке. И потихонечку вода скапывает. Скапывает и попадает на корешки. Может, вы что-то знаете, какой-то другой способ, напишите. Ну, я уже думаю, какой-то кулечек, что-то придумать. Это такой, знаете, капельный полив. Вот тут где-то в ряд 3 отверстия. Вот видите. И она потихонечку, и так вот и ночью там скапывает по чуть-чуть. И там вот так слегка влажненько. Слегка влажненько. Корням. Хорошо. Так. Шиллериана моя здесь растет, новые ростики. Ну, это, девочки, господи, это 2 мои, как их, господи. Это узловатая, а это шиллериана. И называются они цилогины. Капец, Аня. Что-то, как знаете, бывает. И вот вчера я прям расстроилась, смотрела девчонок, и вот... Не, кто-то, девочки, из вас мне написал в комментариях под видео, что цилогина крестата 2 сезона подряд помирает, жару не переносит. А здесь у меня жарко. И вот она вот на одной бульбе листик вот так желтит. Ну вот пойдет. Она давно начала желтеть. Новые росты не растит. Ну вроде как, слава богу, тьфу-тьфу, нормально. Но я ее 2 раза в день брызгаю. Подхожу так брызг-брызг. А это, не знаю, это впервые у меня штука сколько, на недельку, меньше. Ну вроде ничего. Я сегодня брызгала. Вот ростик у нее новый идет. Вот новый. Даже подрос, мне кажется. И вот новый. Может, она лучше жару переносит, не знаю. Так, это мой красавчик. Тоже надо еще раз побрызгать. Жарко ему. Утром брызгала фаленопсис. Природник. Их тут 2. Красавчик. Парищи. В общем, вот тут они у меня вот так вот все живут. Сейчас еще этого красавца привешу. Это у меня парафаленопсис серпентилингва. Так, девочки, все, бегу. Сейчас буду делать галету. Потом покажу вам, какая она ароматная, вкусная получилась. Вот такой вот он. Там вот листик растет. Чтобы вы понимали, это эндемик с острова Борнео. Что такое эндемик? Эндемик – это орхидея, которая растет именно только в определенном местности. То есть вот эта орхидея произрастает только на Борнео. Представляете? Больше нигде в других местах ее как бы не обнаруживали. И сейчас вырубают эти леса, в которых их ареал обитания. И, в общем-то, возможно, она, в общем, она занесена, получается, там определенный реестр редких орхидей. Ну, в теплицах они выращиваются и распространяются в частных коллекциях. Вы скажете, Аня, что это такое? Да, это такая орхидея. Серпентилингва. А всего их 4. Я знаю, у девочек в основном есть лабукенсис, так кажется она называется, но она самая крупная, это не крупная, это, по-моему, самая маленькая из них. В общем-то, лабукенсис, вот эти, растит вот эти вот листья, трубочки, карандашики, до 2 метров. Кто-то даже писал 3 метра. Мне кажется, 3 это нереально. У нас потолок 2,5. Ну, это в условиях природы. Я не думаю, что в квартире она вырастет прям 2 метра. Но это нет, это так не растет. Ну и прикольно цветет, постоянно хочет влаги, постоянно хочет выпить. Вот такая вот дамочка. Все, девочки, бегу делать пироги.
Девочки, приступила к формированию. Ну, такой персик, что уж разваливается. Еще абрикосу хочу, сливу. Кстати, слива, которую я купила, она зеленая. Она вообще, ей надо полежать. Не знаю, если она полежит, она доспеет, нет. Вот так, он прям разваливается, персик. Я его так кругами ложу. Это крахмал. То, может быть, немножко сахаром присыплю. А потом надо будет вот эти вот края вот так вот позагибать и смазать желтком. Так, осталось только смазать края желточком. Та-ра-ра-ра. Я насыпала корицы. Не знаю, может, не всем моим понравится. Мне так захотелось. Корица больше, конечно, к яблоку пасует, чем к сливе и персику и абрикосу. Да, наверное, мои скажут: фе, на что ты это сделала? Ну, так же тоже надо попробовать. Девочки, духовка уже нагрелась 180 градусов. Я вообще сегодня не собиралась ее делать. Мои говорят: а как же там, как насчет нашей любимой галеты? Девочки, получилась смакота. Я еще не убирала с пергамента. Вот такая вот вкуснятина получилась с фруктами. Сейчас попозже остынет. Будем кофеек пить. Всем приятного аппетита!